Всем привет, с вами снова Суперкаст. И сейчас я попробую вам подробно объяснить, как сделать свой сервер Цифкрафт. Так, для того, чтобы сделать наш сервер Цифкрафт, нам понадобится обычный спиготовский сервер. Я думаю, вам объяснять не надо, как его делать, поэтому давайте сразу перейдем к скачиванию и настройке плагинов. На плагин Цифкрафт я оставлю в описании. К сожалению, плагин заброшен. Последнее обновление было 2 года назад. Так, в разделе версии нас встречает много-много непонятных версий, из которых я выделю две. Это последняя и 1.765. Чем они отличаются? 1.8.0 бета 6 работает на версии 1.11. На ней присутствуют мобы и какие-то еще небольшие новшества. Но она менее стабильна, чем 1.765. Но в версии 1.765 нету модифицированных мобов, и она работает на версии 1.8.8. Я вам буду объяснять установку и запуск Севкрафта на версии 1.8.0, то есть последний. При нажатии кнопки Download нас перекидывает на GitHub. Здесь мы видим два файла, которые в принципе ничем не отличаются, кроме расширением архива. После скачивания этого архива вам потребуется его распаковать, что я уже сделал. После распаковки вас встретят две папки Plugins и Templates и файл README. Сразу же хочу сказать, что в папке Plugins у вас будет файл title API. Я советую его удалить, так как он не работает. Вы можете скачать его отдельно из интернета. Если вы уже сделали обычный сервер и распаковали архив, вам нужно скачать другие плагины, список которых вы можете найти в файле readme. Советую скачать их все, ну, кроме NoCheats Plus. Ну, вы можете также его скачать, мне без разницы. Что ж, давайте прервусь на паузу, и мы продолжим, когда я уже соберу все эти файлы. Ну что ж, я загрузил все плагины. Даже если вам лень самому собирать эти файлы, я скину уже готовую сборочку в описании. Что ж, теперь нам надо установить MySQL. Ссылку на него я также оставлю в описании. Я советую вам устанавливать версию не выше 5.7.21. Что ж, давайте запустим на установщик MySQL. Запустить. При установке MySQL у вас запросит права администратора 2 раза. Вот, значит, запросил первый раз, и через минуту он запросит второй раз. Ну вот он запросил второй раз, и сейчас уже выскочит окно установки. Вот и вылезло наше окно установки. Здесь нам нужно выбрать пункт Custom, нажать Next. Здесь, значит, нам нужно, конечно же, выбрать наш MySQL сервер. Дальше, значит, нам нужно обязательно установить Workbench. После этого нам нужно
также выбрать установку MySQL Utilities. Дальше нам, конечно же, нужно установить коннектор Java. Вот. В принципе, остальные коннекторы нам не нужны, но если вы хотите, можете их тоже выбрать. Также нам обязательно нужно установить документацию и вот, не знаю, как это прочитать. Ну, короче, вот это нужно тоже установить. После того, как вы все выбрали, нажимаем опять Next. И здесь нажимаем кнопочку Execute. Этот процесс может занять от 2 до 10 минут. Ну что ж, установка завершилась. Теперь нажимаем Next. Next. Здесь мы ничего не выбираем. Опять нажимаем Next. Здесь нас просят выбрать тип конфигурации. Давайте поговорим о каждом типе конфигурации. Первый тип конфигурации предлагает использование маленького количества ресурсов вашего компьютера. Второй тип конфигурации представляет собой среднее использование ваших ресурсов. Третий тип конфигурации использует всю мощь вашего компьютера или сервера. Я выберу первый тип. Дальше нам нужно настроить подключение к нашему MySQL серверу. Я изменю порт, вы можете оставить его без изменений. Главное, вам нужно запомнить его, поскольку вам нужно будет его вводить в конфигурации Civecraft. После того, как вы изменили или не изменили порт, вам нужно нажать Next. Здесь нужно ввести пароль доступа к нашему MySQL серверу. Я введу обычный пароль 1, 2, 3, 4, 5. Вы можете опять же выбрать любой пароль. Главное, вам нужно его запомнить обязательно. После того, как вы ввели пароль, вам нужно нажать Next. Ну, здесь, в принципе, здесь можно все оставить без изменений. В принципе, вы можете поменять только вот это именно какое-нибудь другое. Дальше нужно нажать Next. Здесь ничего не надо. Нажимаем Next. Теперь нам нужно нажать кнопку Execute. Ну что ж, теперь нажимаем Finish. Дальше нажимаем Next. Здесь вводим наш пароль. Я напомню, что у меня пароль 1, 2, 3, 4, 5. Вот. После того, как вы ввели пароль, нужно нажать Check. Теперь нужно нажать Next. Здесь опять кнопочка Execute. Ну что ж, теперь просто нажимаем Finish. Next. Ну и здесь нажимаем опять Finish. Установка завершена. Теперь нам нужно настроить опять же наш MySQL сервер с помощью программы Workbench. Сейчас, надеюсь, она запустится. Вот запустилась наша программа Workbench. Вот. Сейчас она только отлагает. Теперь 2 раза кликаем на вот это окошечко. Здесь вводим наш пароль. Ну и нажимаем Save Password Invalid. Нажимаем ОК. После того, как у вас открылось вот все вот это, нам нужно вот здесь нажать правую кнопку, нажать правую кнопку мыши, нажать кнопку Create схема. После этого у нас появится вот такое окошечко, где нам нужно ввести вот здесь Game, нажать кнопку Apply, здесь тоже Apply,
И нужно повторить ту же операцию. Только теперь нужно набрать слово global. Что ж, давайте вернемся к нашему серверу. Теперь нам нужно открыть в папке cifcraft файл config с помощью нотипада. После того, как вы открыли файл config, вам нужно прокрутить до самого конца. Здесь мы видим вот такие два пункта: MySQL и Global Database. Здесь, значит, вводим наш порт. Напомню, у меня порт 34678. Вот здесь мы оставляем без изменений. Дальше мы изменяем username на root. И здесь вводим наш пароль от датабазы. Напомню, он у меня был 1, 2, 3, 4, 5. Дальше переходим к этому пункту. Здесь, значит, мы вводим опять же наш порт. Здесь слово root. И здесь вводим наш пароль. Все, теперь осталось сохранить наш файл и закрыть его. Давайте запустим наш сервер. Ну что ж, мы видим тут небольшие ошибки, но они не критичны. Что ж, через минуту где-то у нас запустится наш сервер, и мы сможем проверить результат. Ну что ж, наш сервер запустился. Ну что ж, давайте зайдем на наш сервер. Ну что ж, мы видим, что у нас появились базовые вещи Цифкрафта, в том числе лагерь. Давайте поставим даже его. Вот. К сожалению, сейчас все надписи у нас на английском. Если порыться в GitHub, там можно встретить русский перевод, но он для более старой версии, поэтому он будет работать косячно. Я также, возможно, скину ссылку на этот перевод в описании. Вот. Также, возможно, я сделаю сам перевод плагина. Что ж, давайте назовем как-нибудь наш лагерь. Вот. Вот появился наш лагерь. Ну что ж, давайте закончим на этом видео. Это была первая часть по установке и настройке сервера Цифкрафта. Что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Скоро выйдет вторая часть по установке и настройке Цифкрафта. Всем пока-пока.